Всем привет, с вами Экодрифт, я Лиза Бандитка, и сейчас я сама себе завидую, потому что возле меня самые яркие представители электротранспорта. Два мощных электросамоката, электровелосипед, гироскутер, мини-сигвей и моноколесо. А все для того, чтобы рассказать вам об этих ярких представителях транспорта, объяснить, чем они отличаются друг от друга и рассказать, какой подойдет именно вам. Начнем с мини-сигвея Mini Plus. Над устройством этого красавца разработчики трудились около 10 лет, хотя внешне он выглядит незамысловато. Два колеса и палка. Чё эти китайцы думали годами? Но на самом деле устроен он гораздо сложнее. Максимальная скорость 18 км в час, дальность хода 35 км, весовая нагрузка до 100 кг, время зарядки 4 часа, диаметр колеса 10,5 дюймов. Мини-сигвей позволяют человеку удерживать равновесие, даже когда устройство находится в состоянии покоя. Внутренний микропроцессор реагирует на движение пользователя благодаря сложной системе гироскопов. В мини-сигвеях направление движения корректируется при помощи изменения центра тяжести, которое переносится на два колеса. А зачем он нужен? Во-первых, мини-сигвей подходит людям, которые хотят оставаться в статусе пешеходов, но при этом быстро перемещаться со средней скоростью около 10 км в час. А во-вторых, сигвеи часто используются на различных предприятиях, потому что благодаря их бесшумности и экологичности их можно эксплуатировать прямо в помещении. Как пример вспомните любой зарубежный гипермаркет или аэропорт. Кстати, наш сигвей хоть и мини, но мощный парень, потому что у него два мотора по 400 Вт, максимальная скорость до 18 км в час, а запас хода до 35 км. Ну и весит он поболее других мини-сигвеев – 16 килограммов. Все нормально, я дотащу, все окей. Лиз, там приложение есть. Вообще, ты понимаешь, вот все эти моноколеса, гироскутеры, они такие одинаковые, а ты вот прям не такой, как все, ты такой один. А это специальная функция «Следуй за мной». Также можно скачать фирменное приложение Segway и настраивать ваш мини-сигвей с его помощью. У этого мини-сигвея есть еще одна классная опция – возможность установки широкоугольной камеры. Тогда возможности сигвея станут шире. Дистанционный пульт, супер кнопка и мой личный раб едет ко мне. Резюмирую, мини-сигвей – отличный вариант для ленивых пешеходов, если на их пути минимальное количество лестниц, потому что по лестницам мини-сигвей, к сожалению, не проедет. Также он отлично подойдет для ребят, которые любят гонять по парку, особенно по ровным дорогам, быстро, классно и очень удобно. А еще, если вы мужчина и вам скучно просто кататься, то с помощью мини-сигвея вы можете делать классные подгоны девочкам в парке. А если серьезно, вы можете встать на мини-сигвей, взять в руки стабилизатор Zhiyun, поставить туда камеру или свой смартфон и почувствовать себя профессиональным оператором. Мамма мия! У нас сегодня гироскутер Экодрифт Формула-1. Что такое гироскутер? Это уличный вид электротранспорта, выполненный в форме плашки с двумя колесами по бокам. Максимальная скорость 15 км в час, дальность хода 15 км, время зарядки 2 часа. У этого гироскутера есть удобная стильная ручка. Сверху ровно по центру кнопка включения. Резина Slick, классика для спортивных болидов.
Колеса действительно большие и комфортные. Да, еще одна удивительная особенность данного гироскутера заключается в том, что у него съемный аккумулятор, который достаточно просто снимается, и его можно заряжать отдельно от устройства. У гироскутера также есть приложение. Оно достаточно простое, но имеет все необходимые функции. Получился действительно классный гироскутер, который очень любят дети. Стоп! А чем он отличается от Segway? Во-первых, мини-Segway более устойчив, потому что в его основе единая платформа, а гироскутер представляет собой две независимых друг от друга платформы. Проще говоря, если под одно из колес попадет маленькая веточка или камушек, вы сразу же это почувствуете. Второе. У гироскутера, в отличие от мини-Segway, нет ручки. В-третьих, мини-Segway немного покрупнее гироскутера, опять-таки за счет этой самой ручки. Также мини-Segway быстрее гироскутера. Кстати, и мощность у мини-Segway тоже больше. От гироскутеров к моноколесу, тем более, что King Song в этом году выпустил суперхит KS16S. Я бы показала вам мастер-класс катания на этом колесе, но, честно говоря, не хочу напрягать свою пятую точку. Тем более, что у нас есть человек, который уже напрягся. Это буду делать я. Стоит также отметить, что у моноколеса удобные педали с наждачным покрытием. Дальность хода 80 км, время заряда 7,5 часов, весовая нагрузка 120 кг, диаметр колеса 16 дюймов, масса 17,3 кг. Для меня моноколеса это что-то сверхъестественное. Оно одно, на нем человек, и он еще и едет. А кстати, почему оно едет? А едет оно по тому же принципу, что и Segway. Но так как колесо одно, для управления им вам не нужен руль, как у Segway, или две независимые друг от друга плашки, как у гироскутера. И в этом плане абсолютно удалось моноколесо King Song 16S. Это ультрасовременная модель, приятная и ровная в движении, быстрая и мощная. Это колесо рассчитано на длительные поездки и бодрые скорости. Его максимум это 35 км в час. Кстати, на моноколесе установлено скоростное ограничение до 20 км, которое можно снять через приложение. Я долгое время считала самокаты самым неторопливым видом транспорта, потому что расценивала их по принципу «тише едешь, дальше будешь». Ползет улитка. Но два следующих самоката опровергают это. Например, самокат Starway 4 Mini. Это просто царский самокат, который разгоняется до 45 км в час. Дальность хода до 50 км. Диаметр колеса 8 дюймов. Весовая нагрузка до 120 кг. Время зарядки около 7 часов. Для таких достоинств вес самокатов 16,5 кг более чем адекватный. Кстати, в линейке представлено несколько цветов, есть из чего выбрать. Лично у меня впечатление от этого самоката просто фантастические. Разгоняется быстро, едет мягко, чистый кайф. А теперь, внимание, знакомьтесь, самый мощный электросамокат на российском рынке Dualtron Ultra, который способен разгоняться аж до 90 км в час. Я, конечно, люблю мощные вещи, но этого парня я побаиваюсь, поэтому доверю его Стигу Эко-дрифта Илье. Подвиньте, девочка. Девочка. Let's creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my
heart afire. Вес самоката 37 килограмм, дальность хода 110 километров, весовая нагрузка до 120 килограмм. У Дуалтрона 2 эластомерных амортизатора, по одному на каждом колесе, и дисковые тормоза. Так я могу проехать на Dualtron Ultra до 140 километров. Внутри у него 2 мощных мотора. Колеса у Dualtron тоже не совсем типичны для самоката. Их размер 10 дюймов, и они обеспечивают мягкий ход даже на неровных поверхностях. От себя скажу, что это просто зверь. Глядя на моноколеса, электросамокаты, сегвеи, невольно задаешься вопросом, неужели все эти полезные электрофункции можно применить и к велосипеду? Можно! А зачем и почему, разберемся прямо сейчас на примере городского велосипеда Xiaomi Q-Cycle. Давайте разберемся, что такое вообще электровелосипед. Внешне он почти как обычный, но отличается от него наличием 3 дополнительных компонентов – электродвигателя, аккумуляторной батареи и контроллера. Предельная скорость 20 км в час, дальность хода 45 км, заряжается за 3 часа, диаметр колеса 16 дюймов. Для управления Q-Cycle оснащен бортовым компьютером. Его дисплей показывает скорость и заряд батареи. Как и у большинства продуктов Xiaomi, тут все на китайском, но основные данные нам понятны. На дисплее есть 2 стрелочки. С их помощью регулируется мощность электропривода. Нажимаем по стрелочке вверх, мощность возрастает, скорость повышается, а крутить педали становится легче. Q-Cycle быстро разгоняется и имеет 3 уровня скорости. А после перепрошивки максимальная скорость на электротяге возрастает до 25 км в час. Сам по себе Q-Cycle легко перевозить и переносить. У него складывается руль и рама, а маленькие колеса соединяются благодаря магнитам. Но важно учитывать, что сам по себе Q-Cycle отнюдь не пушинка. Его вес 14,5 килограмм. Но ездить только на электротяге у вас не получится, потому что на Q-Cycle крутить педали все равно придется. Помню, как сейчас. Несколько лет назад я иду по одной из центральных улиц Москвы, и мимо меня проносится статный мужчина в деловом костюме на велике. Еще раз! На велике! Он почти не крутил педали и при этом ехал быстро. У меня был шок. И это было первое явление электровелосипеда в моей жизни. Важно понимать, что Q-Cycle – велосипед для езды по городу. Да, на низких скоростях он вполне маневренный, но на высокой скорости резко вывернуть руль и при этом не упасть у вас вряд ли получится. И, конечно, кататься на Q-Cycle по неасфальтированным дорогам вам будет затруднительно, потому что, во-первых, у него нет амортизаторов, а во-вторых, мотор пробуксовывает уже на мелком бездорожье. Лично мне Q-Cycle очень понравился, но пожалейте свою пятую точку и нервы. Катайтесь на нем только по городу и смело делайте это в красивых нарядах и костюмах, потому что кататься по ровным дорогам на этом супервелосипеде вам будет легко и совсем не жарко. Я, как истинная девочка, наговорила кучу всего, но не рассказала о самом главном. Что же выбрать именно вам? А выбор на самом деле прост, потому что все зависит от ваших целей. Если ищете классную игрушку для покатушек, мини-сегвей, мини-плюс – отличный вариант. Если выбираете подарок своему ребенку, особенно если это сынуля, и неважно, перевалило ему за 20-ник уже или нет, гироскутер – супер вариант. Тому, кто ищет универсальный транспорт на каждый день, можно внимательно посмотреть в сторону самокатов, электровелосипеда или моноколеса. Но тут есть нюансы. Моноколесо компактное и маневристое. На нем нужно учиться кататься. Но на самом деле это занимает всего лишь 20 минут. 20 минут и вы бог моноколеса. Если вы хотите ездить до работы по городским дорогам и немножко подкачать руки 14 килограммами, то электровелосипед – ваш вариант.
А просто и быстро ездить до работы можно на легеньком Starway Mini Plus, потому что он компактно поместится в любой офис и разгоняется до очень даже приличных для такого малыша скоростей. На этом у меня все. С вами была компания Экодрифт. Я Лиза Бандитка. Пишите в комментариях, на чем катаетесь вы, что вам нравится, что не нравится, какие виды транспорта вы, может быть, уже успели сменить. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Пока-пока. С первого раза!